Раз, два, три, друзья. Еще одна попытка. Еще одна попытка, друзья. Раз, два, три. У меня почему-то не запускается. Я не знаю, по какой причине. Я не могу объяснить, что происходит. О! Мы в эфире. Раз, два, три. Наконец-таки. По какой-то причине я не смог ничего добиться. Пришлось удалить трансляцию, сделать заново. Но поскольку у меня сегодня первый опыт, плюс сегодня, видите, дополнительные всякие штучки появились на экране. Это вот такая вещь. Вот. Вот такая, да. Будем собирать на поездку в южное полушарие. Вы когда-нибудь видели деревья южного полушария? Я нет. Я тут сделал всяких много виджетов для подписок новых, для донатов, просто для простых донатов. Ну и, соответственно, кто не знает, что такое Фовеныч, все норм, отлично. Сегодня тема дерева в пейзажной фотографии. И я надеюсь, что она будет интересна не только фотографам, но вообще людям, которые интересуются природой, настоящей жизнью, ну и все, что происходит в нашей жизни. Деревья это считается, что они появились раньше, чем человек, ну и даже по религии, по всем дерево упоминается, во всех концептуальных религиях, и даже в Кабале тоже дерево вверх ногами тоже имеет значение. Но мы сегодня не про это будем говорить. Привет, Илья. Донаты. Ну, я решил попробовать, хоть у меня и 1000 нету, но я посмотрел на Илью, думал, а почему бы нет? И сегодня возился, тут целый час настраивал, тут сообщения. Пока ни одного доната не было, но кто первый, тот и вперед, как говорится, для поддержки канала. А у меня сегодня, видите, сзади картинки висят. Эту работу я сделал недалеко от замечательного места Ушакова. Где-то утром был сильный туман, я не помню, 19-й год, по-моему, я ее распечатал в формате, в таком, в сепии печатал ее. Но эту формату вы знаете, эту работу вы наверняка знаете, если мой подписчик будет смотреть. Я ее продавал в музейном оформлении, интересное место. Это дерево, к сожалению, уже уничтожено, как раз вот съезд в Лахте. Но мы сегодня поговорим о тому, надо ли уничтожать деревья, что вообще можно сказать про людей, которые их уничтожают. Кто смотрел мои видео про сакуру, я записал 2 видео. Одно это коротенькое видео для такого общего восприятия, что такое сакура и праздник Ханами, который Ханами, да, по-японски. Фовеныч сегодня здесь у нас с нами. Поэтому поговорим о ракурсах. Я вкратце зачитаю темы, которые я хотел озвучить сегодня. И посмотрю, покажу вам что-то. Значит, дерево в пейзажной фотографии. Есть такая сказка или песня, помните, какой красивый день, какой красивый пень. Ну и дальше, можете продолжить, кто помнит, я не помню. Про пни не будем про деревья сегодня. Ну, начал я свой путь в 82 году, кто не знает Фовеныча, снимал с пленки, начинал со смены 8М, потом на 14-летнем мне подарили, когда я выиграл уже конкурс в области, во Всеволожском районе по фотографии. Мне подарили родители «Зенит», который я через полгода сдал, потому что он накрылся. Объективы там накрылись, как раз Илья рассказывал про объективы. И вот Гелио 44-2, самый поганый объектив, которым я снимал, можно сказать. Потом уже были Юпитеры, Киев, дальномеры. Соответственно, это лучшая камера, которая у меня была вплоть до 91 года. Но начинал я с деревьев, друзья. Как и многие, кто занимается не только пейзажной, но вообще начинает фотографии, начинал я именно с деревьев, со съемки деревьев. Мне всегда это нравилось. Я отправлялся в лес после школы и снимал что-то. Да. Первая моя фотография была, я снимал улей такой, большой улей. Меня там покусали эти осы дикие. Ну, в общем, мне понравилось это в черно-белом варианте. Потом я перешел на цвет. Так вот, о чем мы говорим? Черно-белая съемка деревьев или цветная? Ракурсы. И Павел Март, я как раз вот снимал в парке Приморском, Приморский парк Победы он называется, отправлялся туда и хотел найти вот ракурсы больших деревьев сакуры. И там по дороге нашел замечательный каштан, который тоже интересно было бы у Павла узнать ракурсы, да. У нас тут небольшой спор возник, да, я сегодня даже не побрился специально, чтобы как дерево выглядеть. Фовеныч сегодня, да, нормально чувствует себя.
И вот там как раз я выбирал ракурсы, там аллея славы, города-герои, и вот я искал с одной стороны, с другой, потом около гранитной сцены стеллы Милана, я в Милане не был, но в Риме был. И там нашел ракурс интересный. Мне нужно было, конечно, оживить картинку. Про оживление мы поговорим, пейзажной фотографии с помощью деревьев. Но люди попались. Я хотел их, как морской бой, помните, играл, поймать их на задержке, именно чтобы лапа вот этого дерева, которое мы сейчас с вами посмотрим, эту фотографию, она попала. Сейчас давайте покажу я вам, раз уж на это что. Потом почитаем в комментарии, да. Донаты хорошо. Ого, от 330 неплохо. Нет, у меня там 99 стоит. Там есть же 3 варианта. Там есть и 333. Почему? Гелиос Forever. Там все есть. Так, и может быть что-то я неправильно настроил, но вообще у меня там 3 вида сделано донатов. Там все есть. Так, давайте посмотрим раз про эти работы. Я вам заодно покажу. Ну и поговорим об условиях съемки, что касается света, искусственный, натуральный. Покажу вам работы Рубена Ву, который меня вдохновил на съемку дрона. Это, можно сказать, некий пейзажный портрет. Так, и альбом «Дерево» посмотрим. Посмотрим, кто такой Адам Гибс, кто знает Томас Хиттон, как они, скажем так, относятся к деревьям. Ну и другие, японцы, например. И я хотел бы сегодня с вами еще сделать опрос. Какое дерево вам интересно, друзья? Если я забуду его написать, закину таблицу, но вы напишите, какое дерево вы хотели бы увидеть вживую. Вот такой сегодня вопрос. Ну и деревья мертвые или живые, карликовые, большие. Кто видел карликовые деревья? Я достаточно много их даже снимал на севере на самом. А также поговорим о макрофотографии, в том числе и макропейзажной фотографии, которую я делал. Напомните мне, я покажу. Так, давайте перейдем. Так, где мой фликер? Так, ну вот. Еще, кстати, забегая вперед, кто пользуется фликером внизу, обращу ваше внимание, что очень интересная появилась возможность. Если вы заходите, например, ну вот давайте, раз уж мы, вот такую фотографию откроем. Это у нас был выпуск с Павлом. Ух, что это такое? Это что такое? Тут еще, что тут за предупреждение? Так, это был выпуск у нас, как там, вагончики. Это мы снимали в Лисьем носу. Так вот, если промотать вниз, здесь есть быстрые кнопки, друзья, кто пользуется фликером на компьютере. S это быстрый поиск, то есть если нажимаете S, попадаете сразу в быстрый поиск. Дальше навигация, это ладно, но самое интересное, зум есть, кнопка Z, да? То есть вот нажимаем, например, Z. Так, не здесь, вот, надо выйти и потом назад Z. Видите, хоп, 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 хоп. В общем, такая штука работает. И еще одна кнопка Back to Context. Интересно, кстати, не все здесь кнопки отобразились, но в каком-то режиме я видел их больше гораздо. Там P еще кнопка есть. Вот почему-то она здесь не показана, но P здесь тоже есть. Так, сейчас выйдем. Вот, видите? Работает. Но вернемся к тому дереву, которым вчера как раз разговаривали с Павлом, и что он выбрал бы совсем другой ракурс. И выбор ракурса, конечно, при съемке деревьев, наверное, самое важное, самое интересное. Но у меня, кстати, почему-то здесь это дерево не добавилось. Ну, давайте я его сейчас здесь открою. Общий фликер покажем. Мысль была, конечно, загнать человека, ну или поймать человека и получить некое движение в кадре, плюс найти все-таки ракурс. Кстати, вот это дерево, о котором я снимал, тут минут 5 вставка была, как я его снимал над водой. Кто знает, что это за дерево, я читал про него, забыл, как называется. Я говорю про вот эту работу. Вот. Это снято с аллеи, с центральной, о которой тоже у меня там небольшое видео есть. Видео аллей, кстати, фото аллей очень много в интернете. Так вот, я заходил с разных ракурсов, и вот с этой стороны, со стороны елок, ничего там особо интересного нет. И с той стороны, здесь, кстати, слева еще одно дерево тоже красивое было. Но вот этот ракурс мне
Понравился за исключением чего? За исключением того, что вот в этой части, вот здесь на самом деле, здесь такой некрасивый ярко-желтого цвета ящик. Я его вырезал, постарался, потому что он сильно отвлекает внимание. Ну вот Павел, кстати, рекомендовал отрезать все это, да. То есть изменить вот до этой части, да, чтобы поближе снять. Или подойти. Но поскольку вы знаете, что я снимаю 75-85 миллиметров, и по этому поводу тоже были обсуждения. Я смотрел тут видео одного блогера, который рассказывал о том, что 35 миллиметров и 75-85 покрывает весь задачный ряд. Но я с ним полностью соглашусь, хотя говорил о том, что я долгое время начинал все-таки с полтинника. Но полтинник для меня как бы неинтересный совершенно формат, о чем он тоже, этот блогер, говорит. 35 покрывает все и в студии, если снимать какие-то портреты, кто занимается. Я портреты не очень люблю. Но и ландшафты. Хотя с Павлом мы ходили, он 15-миллиметровый снимал Ариксом. Честно говоря, очень интересные ракурсы. Но поскольку я люблю точную геометрию всегда пространства, я и снимаю архитектуру, в том числе и деревья. И 35 миллиметров с мало искаженной архитектурой. Кстати, смена 8М, если вы не знаете, 43 миллиметра фокусная. Так вот, и 75-85 это как бы некие портреты, да, то есть полупортретный режим. Ну вот мне он больше нравится, потому что геометрия практически идеальная. Плюс единственная особенность, о которой я рассказывал, что нужно отходить, или наоборот, когда вы увидели кадр, у вас нет времени подойти и снимать как 50 миллиметров. То есть вы сразу увидели кадр, надо снимать или отходить назад. Вот таким вот образом приходится. Так вот, в чем же была особенность этого дерева? Ну, во-первых, листья еще внизу находятся, то есть они полностью не раскрыты, если внимательно посмотреть. Ну вот здесь вторая пара была тоже. Это, кстати, со срочкой все сделано. Так вот, вот эти листочки, видите, они находятся внизу. Сейчас они, кстати, тоже в большинстве еще не подняты в Питере. Они еще находятся внизу. Вот эти кисти распускаются, и потом они поднимаются. Поэтому некое такое интересное явление. Плюс я обратил внимание вот именно на эту ветку. Она с другой стороны смотрелась на фоне аллеи никак. А здесь все-таки, видите, массивный такой лес. Ну, не лес, это парк все-таки. Позволили мне как-то более темный фон. И плюс я открылся полностью. На моем объективе это 2.8. Хотя вот тоже речь была про то, какие же все-таки использовать светосилу, да, 1.2, 1.4. Но глубина очень маленькая, поэтому по большому счету с этого расстояния можно было 1.4 использовать, но тогда бы вот это все было бы не резко. Вот, кстати, этот ужасный желтый ящик, который мне тут все портил, в этой версии я его оставил, как бы, чтобы показать вам, что акцентировать внимание можно. Можно и нужно. Я акцентировал в данный момент вот на этой коре. Ну и постарался, чтобы вот часть это была немножко. И, кстати, по эксхифу можете посмотреть. Вот здесь я снимал. Это у меня здесь эксхиф скрыт. Ну, это на 2.8 снято, насколько я помню. Одна у меня сделана 5.6, другая 2.8. Кстати, вот это 5.6. Да, так вот, что касается ракурсов, да, один из подписчиков отметил мою работу, которая вошла в Explore. Вот эта работа. Буквально вчера она была в Эксплоре. Ну, там позиция невысокая, там 80-я. Но, тем не менее, я получил интересных комментариев. 11 тысяч человек его посмотрело. И, в принципе, особо мне понравился... Я сделал описание Ханами, что такое. Ну, вот здесь видите комментарий. Интересен комментарий такого человека, как Бодудас. Вот этот комментарий. You are genius. How can I find a new and unique artistic way of photographing cherry blossom? Ну, cherry blossom называется, типа вишня, да, на самом деле это все-таки не цветы вишни просто, а это все-таки сакура японская. Up, up and away. Вверх, вверх и прочь. Amazing. Так вот, друзья, ракурсы действительно разные. И я говорил о том, что покупка дрона и съемка пейзажной фотографии с дрона, она дает совершенно другое прощение. Что, в принципе, для чего и покупался дрон, для съемки, конечно, вот таких необычных ракурсов. Но на этом я не останавливался. Эта работа, она как заставка видео идет. Сакура, кстати, хорошо, которые посмотрели люди, до сих пор смотрят. Но здесь, видите, огромное количество мелких деталей. Вот эти скамейки, высажены новые сакуры, знак вот этот японский фонарь, кстати, который тоже интересно получился, ну вот в цветном варианте, да, он таким образом выглядит. И есть еще черно-белый вариант.
Кстати, кто знает, напишите, что такое японский фонарь, что он означает в культуре Японии. Было бы интересно узнать у вас. А вот Color версия, Colored так называемая. Я оставил здесь только розовый цвет. Несмотря на то, что Виктор написал, мне прислал, что лучше бы просто черно-белый. Но вы знаете, что я все-таки сторонник того, что Flickr отбирает необычные ракурсы, необычные позиции и цвета. И по моему опыту, по моему эксплору можно увидеть, что у меня в эксплоре достаточно много вот таких работ, именно где техника так называемая Colored. Раз уж я об этом заговорил, давайте я вам покажу то, что у меня в Explore входило. И, может быть, будет вам понятно, почему я эту технику использую. И кто занимается продвижением, рекомендую использовать, поскольку она, может быть, в вашем варианте тоже принесет какие-то плоды. Потому что это для систем, которые отбирают, для систем, ну, так называемого искусственного интеллекта, на самом деле это просто алгоритмика, системы, они отбирают именно по такому принципу. Сейчас найду этот Explorer мой. Где он? Я его пролистал уже, наверное. Вот он. Так вот, даже если начать с первых работ, да, вот первая работа, которая попала в Explorer, вот эта, она сделана на Zante. Здесь нет деревьев, но она обычная, да. Дальше, если пролистать черно-белое, то увидеть сепию, о которой я рассказывал, варианты. И дальше несколько серий идет Color. Вот это техники Color, здесь два цвета. Дальше здесь, вот в этой работе, здесь тоже техника Color, несмотря на то, что здесь тоже, кстати, дерево есть. Называется она Fish. Почему? Потому что вот здесь, видите, такая шляпа. Шляпа голубого цвета, это рыбак сидит. Вот такое у меня, такое прочтение. И дальше достаточно уже регулярно, сейчас я покажу, попадали работы и обращали себя внимание, не только попадали в Explorer, но обращали внимание людей. Именно вот эта техника. Несмотря на то, что несколько всего человек ответило, что я бы просто сделал черно-белый, ну вот это, например, работа, да, здесь красный саповец, да, как его назвать правильно, человек, который использует сап доски. Кстати, в этом году сезон ранний, и уже я видел на сапе, заходили в нашу. Вот в Color тоже, это Форест, велосипедист, тоже, кстати, фотограф, интересная работа. Тоже вошла в Explorer. Ну и дальше следующее. Тоже Color. Здесь, видите, я оставил цвета сепии, оставил черно-белый. Остальное все удалил. Работа Капитан. Да, здесь очистка глухарки. И Капитан, который вышел на корму, смотрит, куда бы ему там чего. Здесь на самом деле никого нет. Она тоже из техники Color. Здесь монотон практически с оттенком. Так, дальше. Сейчас покажу. Где еще Colored я использовал? Да, вот Colored тоже в Explorer. Здесь до момента срезания вот этих кустов, кстати, дерево, кто смотрел мое видео, говорили, что люди, которые промеряли все это, обещали, что дерево это сохранят. Вот этот огромную ольху с шишками. Здесь вот уже расставлены метки, где идет под вырез деревья и кустарники под съезд дороги. Тоже Colored, тоже Colored. Ну и вот видите, раз уж мы затронули тему макро, вот одна работа, которая у меня долгое время была обложкой канала и Фейсбука, это макро, дерево это тоже, кстати, спилили, очень красивое. Но здесь у меня, видите, я увидел некий такой залив финский, да, вот можно сказать, что это здесь как Ладога начинается, Нева, да, и вот дерево карта, здесь можно даже увидеть какие-то как горы такие, да, то есть на самом деле удивительное место. Я снимал это в дождь. У меня тогда несколько дней всего был штатив, или недель, мой первый алюминиевый эндуро. И я снимал со штатива вот эту работу в ливень просто практически, да. Вот на 16-й закрытой, полсекунды выдержка. Это было одно из первых выдержек, это видео с Фавенычем. Ну и вот получилась такая некая карта, можно сказать, макро-пейзажная фотография. Она тоже вошла в Explorer. Поэтому, что касается, ну вот Color тоже тема, которая в Explorer зашла, здесь велосипедист. Это был выход с первым моим, наверное, одним из первых полетов в заказнике в Юнталовском, где я снимал ирисы цветущие. Посмотрите, кому интересно будет, там красивое видео. Что еще из Color? Ну вот Color тоже здесь зеленый цвет.
Здесь черно-белое. Так, здесь тоже два цвета Colored. Здесь, видите, оттенки такие. Здесь тоже, кстати, деревья и ракурсы можно посмотреть. Вот эта работа, это я делал по дороге то ли в Закрос на Крите, то ли в Иропетру. Горная дорога, серпантин, но я остановился, вышел, увидел это дерево. Здесь на самом деле куст был, который я удалил. И оно меня так воодушевило, да, что вот какое-то дерево остановилось, идет в гору. Я решил это сделать. По прошествии многих лет я ее, скажем так, превратил в некий арт. И вот 30 сентября 2021 года она вошла в Explore. Достаточно хорошо ее смотрят. Что еще из Колорадо? Ну, это поездка в прошлом году, вы знаете, кто участвовал, помогал мне в этой поездке. Это сделано по дороге на Сальду с провинции Бурдур. Заехал в такое место, там практически местные только живут. Ну, вот такое дерево, как рука, закрывающийся глаз. То есть это некий файн-арт, при этом дерево здесь тоже является частью, активной частью сюжета. Ну, это понятно, что мои любимые сосны, реликтовые, да, на озере Сальдо. Что еще? Так, и еще ракурсы с деревьями. Достаточно сложно снимать деревья, друзья, в городской среде, но иногда, вот поход был за фонарем для дрона, и вот в районе Варшавской, по-моему, не Варшавской, это Московский проспект, там подальше, да, нет, вру, какая же это улица? Гагарина. Там есть такие дворы интересные, красивые. Ну, вот была зима, такой снег вышел сильно. Но я решил попробовать, с учетом того, что здесь мешают дома, но я все-таки решил попробовать вот такой вот диагональный ракурс сделать. Ну и несмотря на то, что эта фотография ничего из себя ценного не представляла, Flickr по какой-то причине выбрал ее в качестве эксплора, потому что, ну, действительно увидел какое-то необычное прочтение. Дальше. Мой поход про бобров, да, выпуск. Здесь тоже техника, можно сказать, Colored. Это ракурсы не с дрона. Это фотографию я делал на деревянном штативе, если вы видели, который изготовил тут же на месте. И как раз не отрезая, не удаляя никаких лишних деталей, я получил вот эти заснеженные. Кто смотрел про Лахту, там 2 видео было, где я провалился под лед. И вышел на этот остров, потому что издалека увидел, что из-за того, что там было влажно всегда в центре Лахты, там есть такой остров, куда мы с Павлом ходили, но летом не дошли, там не перейти туда. И вот резко ударил мороз, деревья все эти застыли, получился такой серебристый красивый остров, все деревья в изморосе, и вот одна из работ, которая в том числе попала в Explore, вот это, Frost. Поэтому ракурсы деревьев, конечно, даже не целиком дерево, видите, оно было интересно. Ну, недавний Explore, который я, в принципе, не рассчитывал, что именно это будет работа, но все-таки мой эксперимент с виньетированием, с эффектом такого как бы внутри фона, как Луны, шара, там что-то такого, я намеренно это сделал, попробовал в качестве эксперимента. У меня были эксперименты вот с такими рамками цилиндрическими, круглыми, но они никогда не заходили в Explore. В этот момент я понял, что это можно попробовать сделать, ну вот, и, грубо говоря, снято это 25 апреля. Ну и прошлый Explore, это 30 мая, она зашла в Explore. Это снято на Черной речке, на Савушкина. Савушкина, по-моему, называется, да? Поправьте меня. Там есть такие низкие дома. Кстати, по картам 19 века в этом месте дворцы стояли, потом бараки какие-то через 50 лет. Поэтому я об этом записывал видео 30-й меридиан. События как раз 19 века, начало и середины. Как сильно изменялся город. На картах все это видно. Ну вот деревья видно, что молодые. Здесь нет таких деревьев, конечно, которые мы снимали с Павлом. Там 300-летние дубы. Но тем не менее там... И возвращаясь к этому выпуску, да, здесь, видите, много деталей лишних. Что я сделал для того, чтобы все-таки как-то изменить? И я надеялся именно на то, что мои эксперименты с деревьями принесут именно вот эта работа, сейчас я покажу, будет более интересна для Explore. Но по какой-то причине Explore посчитал, что это, наверное,
просто. С другой стороны, здесь достаточно сильное редактирование. Если вы обратили внимание, на этой фотографии нет ни домика, фонарика. Здесь было огромное количество людей, скамеек, которые тоже каким-то образом испарились волшебным. Более того, здесь вот под этим первой сакурой, которой я вот здесь находился, вот в этой части, здесь был фотограф, с которым мы на видео вы можете посмотреть. Она снимала на Олимпус, кстати. Ну и чтобы понять, что я вас не обманываю, я вам сейчас покажу. Сейчас, есть у меня тут вот стрим, альбом. Есть у меня и неисправленная версия этой фотографии, где все эти люди присутствуют. Но я на самом деле, наверное, думаю, что это и лишнее. И еще один ракурс, который был интересно. Что это такое? Спамеры. Спамеры. Просто спамеры. Так вот, есть необычный ракурс, который я смог сделать только с дрона, потому что с этой части не подойти, там огорожено, и благодаря дрону, конечно, мне получилось это сделать, вот сделать вот такую фотографию, где люди находятся под этими кронами дерева, и одна из версий, именно если говорить про точку point of view, так называемый, да, это вот тоже опять-таки в технике Colored. Я могу сказать, что некоторые скажут, что это может быть неинтересно, скучно, и кому-то понравится или не понравится, но я, тем не менее, частенько это делаю, поскольку считаю, что комбинация черно-белой фотографии и техники Colored, вот в данном случае вот этот цвет, который я оставил здесь, немножко модифицировала, приносит какие-то плоды. Для простоты восприятия, друзья, для многих это является простотой восприятия, и я думаю, что многие со мной согласятся, что это необычно. Для систем, для продвижения, для кто пользуется Инстаграм, хотя вот, вы знаете, что я с января уже закончил пользоваться Инстаграмом, ну, тем не менее, это работает. Поэтому ракурсы с деревом пейзажной фотографии, конечно, имеет ключевое значение, потому что многие ракурсы, которые вы упускаете при отсутствии штатива, при отсутствии еще каких-то явлений, да, ну вот, например, дрон, да, вот, казалось бы, проходная какая-то фотография, но я ее обрезал таким образом, получил некое такое вот ноты, да, я их назвал, такие ноты. Хотя деревья внешне, они особо ничем выдающимся не отличались. Кто смотрел мои видео, наверняка видели, что это простые деревья, обычные, ничем выдающимся не заслуживающие внимания. Да? Что еще? Ну, вы знаете, что у меня к деревьям такая прочная связь, и кто смотрел видео про цветущую лиственницу, это уже снято в Таврическом саду, видели, что при обилии количества деталей, людей, которые здесь заняты своим делом, да, пишащим, но, тем не менее, можно сконцентрировать внимание именно на цветках вот этих, на красных цветках. Поэтому я не могу сказать, что это целиком посвящено «Дубы рулят». Дубы. Ну, дубы у нас тоже есть, до дубов мы дойдем. Дубы, конечно, это вещь хорошая. С дубами у нас... Так, пошел в принты уже. Уже пошел напечатывать. Так, сейчас мы вернемся к деревьям. Так что вот, напишите, какие все-таки деревья вы считаете. Вот, кстати, с нижней точки это дерево, которое, кстати, я снимал на компактную камеру Sony. Вы знаете, это переносная камера, экшн камера. Но, тем не менее, как оказалось, что это тоже имеет прочтение. Я даже получил комментарий, что многие люди используют фотографии вот этих видеокамер. У нее большой угол зрения, это, наверное, порядка
я думаю, что 15, может быть, может даже и больше миллиметров эквивалент. И вот с нижней точки этой камеры я снял вот так, потому что ни фавионом моим, ни объективом каким 35 такой ракурс не получить. Хотя у Павла, я думаю, что 15 миллиметров это легко бы вышло. Это не дуб. Это не дуб. Но дубы есть. Вот, кстати, с горизонтальной части тоже с большой высоты, где-то порядка 7 метров, вот получить такой ракурс на уровне дерева. Ну, скажем так, на штативе это не сделать такой кадр, потому что штатив должен быть очень большой высоты. Опять-таки ракурсы, которые я тоже делал, когда получал комментарии. Вот ракурс тоже сделан с дрона. Как раз вот эта часть, где сам залив, вот этот остров замерзший. Ну и я, подняв дров между листьями, между ветками, которые уже тоже имеют такие некие цветные, видите, сережки, получил вот этот ракурс. Плюс, когда вы строите кадр с дрона, конечно, это сложно, но тем не менее получил какой-то знак. Видите, мои следы превратились в некое такое послание, не похожее на следы, да, то есть это некое существо. В этом плане чем хорош арт с деревьями, потому что додумывать могут сами люди о чем. Ну и вот то, что я говорил. Казалось бы, да, фотография сделана с деревянного штатива, который я таскал. Принципиально не брал штатив, хотел сделать его из, вот здесь как раз в этой части была кладка бобров, я вытащил оттуда ветку и сделал из него некий штатив. Но я пошел дальше, мне недостаточно было вот такой фотографии. Если вы внимательно посмотрите вот на эту часть, если вот так ее отрежете, вот так вот чик, то потом получите очень интересный вариант, который у меня вошел в Explore. Я вам попозже покажу. Ну, кто знает, в принципе, наверное, понимает, о чем речь, что это было. В Explore она не зашла, эта работа, но она попала в галерею, и на самом деле она продвигается еще более активно. Давайте к ней вернемся, раз уж мы поговорили. Сейчас я покажу эту работу. Я думаю, что вы догадаетесь, кто смотрит мой канал, о чем идет речь. Где она? Где она, эта работа? Видите, сколько много деревьев. А вообще вот этот выход, вот эта работа. Сонанс. Здесь тоже техника Colored, здесь несколько оттенков циана, синего цвета, темно-синего цвета и вот белый цвет. Ну, такая некая замкнутая структура. Ну и деревья. Также можно использовать вариант, когда деревья становятся частью какого-то абстрактного прочтения пейзажной фотографии. Вот в данном случае здесь зеркальная часть вот этого залива, я превратил ее в некую зеркальную часть отражения неба. Вот такую получил картину. Есть у меня версия, где вот эта часть удалена полностью, и берега нету. И это уже некий даже такой получился арт. Если я его найду, сейчас покажу вам его. Он на самом деле есть. Вот он. Нет, это осталось. Ракурсы, конечно, самое интересное, что может быть в таком случае. Но кроме ракурсов, друзья, есть еще освещенность, свет. И как раз касаемо освещенности света, я бы, конечно, хотел бы, чтобы вы посмотрели то, что делает Рубен Ву. Давайте сейчас попробуем, может быть, во Flickr я найду его.
Бен. Хотя у него отдельный сайт. По-моему, он был когда-то во Фликере. Сейчас, по-моему, уже не используют его. Нет, надо смотреть все-таки на сайте. Ладно, к Ray-Ban мы вернемся. Я сейчас покажу вам то, что делает Адам Гибс. И, кстати, когда вы впервые регистрируетесь во Фликере, там идет цепочка фотографий в качестве рекламы. И одна из работ, сейчас мы ее покажем. Это Адама Гибса. По заявлению Адама Гибса, не только его, это дерево самое фотографируемое дерево в мире. Так, я что-то, наверное, не то набил. Но мы его сейчас найдем все равно. Потому что во Фликере он есть. Точно, потому что это топовый фотограф. А почему я его не могу найти? Потому что, наверное, с большой надо писать. Сейчас найдем. Поисковая машина. Так, ну что такое? Что, неправильно пишу, что ли? Есть ерунда какая-то. Странно. Два дня назад буквально его работа была в Explorer. Я не понимаю, почему он не показывает его. Очень странно. Очень-очень странно, друзья. А он, кстати, меня почему-то выкинул из Explorer. Удивительно. Удивительно. Так, ладно, попробуем сейчас зайти по новой. Может быть, из-за того, что меня выкинуло, поэтому он и не показывает. И можно найти через понравившийся. Заодно, кстати, посмотреть, как снимают деревья в Explore. Ну, вот, кстати, вчера, по-моему, или сегодня цветущие абрикосы, и мы тут переходим к макрофотографии. Ну, вот здесь, видите, достаточно большое количество туманного леса с деревьями, поэтому деревья очень часто используются. Итальянская стилистика, да, вот такие некие узоры, линии. Деревья становятся частью линий, частью интерьера. Интерьера, да, говорю. Отдельно, видите, арт тоже черно-белый с деревьями. Frozen. Очень интересный фотограф из Америки, студент с большим количеством подписчиков. Но он снимает чаек в основном. Султан Султани. Ну вот эта работа зашла, по-моему, в пятерку в Explorer, по-моему, вчера. Да, 50 тысяч она набрала. У него, кстати, интересное такое, очень много съемок именно птиц. И особенности чаек. Он их снимает в безумном количестве. С разных ракурсов. Вы можете полистать, посмотреть. В том числе какие-то интересные, ну, такой вариант, да, тоже с большим количеством просмотров. Но мы сегодня про птиц не будем говорить, хотя, конечно,
птицы и деревья это такая гремучая связь, смесь. Так, а я хочу найти гипса. Почему, кстати, он в поиске мне сейчас не дал его найти? Давайте так посмотрим. Адам Гипс. По какой причине он не нашел его, я вообще удивился, конечно. Как такое может быть? Он в Эксплоре абсолютно точно. Он недавно был в Эксплоре. Нету даже, не показывает. То есть я, наверное, скорее всего, неправильно пишу. Удивительно. Просто удивительно. Ну, такого быть не может, потому что он в Эксплоре есть. Абсолютно точно. И в большинстве своем он снимает пейзажи именно с деревьями. Вообще, конечно, очень, очень странно. Я сейчас попробую в поисковой стороне найти. Адам Гипс. Ну да, вот его канал. Очень странно, честно говоря. Я был уверен, что... Ну, я уверен, как бы, что он фликером пользуется, потому что его работы частенько попадают. И если посмотреть даже на YouTube, сейчас вот мы запустим его канал, посмотрим. Может быть, здесь ссылка есть на его, на Flickr. Вообще смотрите? Так, вот здесь наверняка будут ссылки. Ну он Инстаграм оставил. Кстати, удивительно, смотрите, нету ссылок на... Он был во Фликере, но по какой-то причине он, видно, Фликер убрал. Очень странно. Очень странно. Ну, давайте на сайт его зайдем. Раз уж мы искали Адама Гипса, я хотел показать именно те вещи, которые он снимает с деревьями. И что можно сказать про его видение. Ну, здесь о нем можно почитать. Так, а собственно говоря, галереи. Так, а здесь про жанры, да? Вот это дерево, друзья. И, собственно говоря, эта работа, она и листается в Flickr как основная. Он ее, в принципе, продает как печатная версия. И вот во Flickr она висит на обложке. Когда я говорил про самое популярное дерево с миллионами фотографий, как раз это вот это дерево. Насколько я помню, она находится в Канаде, да, действительно, остров Ванкувер, Британская Колумбия, Канада. Канада. Поэтому, ну и Павел Март знает, как раз была речь про то, что Ancient Forest, вот, жанр, который многим нравится, или Woodland так называемый. И здесь многие считают, что в наших краях, там, в северо-западе, нет таких мест, что там загрязнено все. На самом деле это не так, потому что всегда можно найти, конечно, хотелось бы увидеть такие деревья, но такие деревья у нас можно увидеть только за Уралом далеко. Хотя, может быть, кто будет смотреть, расскажет, может, в ваших регионах есть
Теперь слышно? Нет? Надеюсь, что слышно. Удивительно. Вот, собственно говоря, какой посыл у меня сегодня. Посыл именно в том, чтобы разобраться, какие деревья вы считаете самыми интересными в вашем прочтении и что вы думаете по поводу необычных ракурсов, которые еще не открыты. Я уверен, что таких ракурсов множество, которые еще будут открыты. Жанры пейзажной фотографии развиваются, и, казалось бы, многие говорят о том, что пейзажная фотография уже все, что можно было, снято. На самом деле это не так. Эксперименты Рубена Ву, эксперименты по микропейзажной фотографии, если вы смотрели мои выпуски про макро, вы понимаете, о чем это речь. Тот же Вячеслав Савельев тоже делает эксперименты с микрофотографией, съемка лишайника всевозможной. Он использует для этого роденстоки, форматные камеры, поэтому пейзажная фотография и ее виды не исчерпаны, друзья, абсолютно. И каждый год мы видим какие-то новые открытия, новые жанры и новые прочтения пейзажной фотографии. Звук включен. Ну, при переходе, я не знаю по какой причине, почему-то при переходе с одной сцены на другую у меня почему-то автоматически включается звук. Не знаю, что это такое. Какой-то вирус, наверное, засел. Так вот, съемка мертвых деревьев. Вы знаете, что в Намибии есть очень интересное место, где есть целое огромное количество мертвых деревьев. И можно во Фликере найти эти работы, фотографии. Давайте попробуем, сейчас переключимся. Надеюсь, что ничего не будет плачевного, если мы сейчас зайдем сюда опять во Flickr. Так, где тут я? Зашедший уже. И вот здесь посмотреть Намибия. Почему-то сам выключается, я не знаю по какой причине. Он сам вырубается без каких-то настроек. Просто вырубается. Раз, два, три. Так вот, я говорил про деревья в Намибии, которые находятся в пустыне. И вот мертвые деревья, казалось бы, да, но они тоже могут показать какое-то прочтение пейзажной фотографии и добавить новый взгляд. Огромные баобабы гигантских размеров, которые можно охватить или только издалека где-то, или с большими широкими углами. Слоны видите вместе тут с деревьями. Ну вот про это я говорю. Вот видите, заходящее или восходящее солнце дает большой контраст. Плюс это все в цветах, тоже имеющие отношение к коричневой сепии. И создает некую атмосферу такую удивительную. Хотя это деревья, ну, на самом деле, хоть и мертвые, но они до сих пор живы. Также есть, если смотрите Шапика, блогера из Украины, он сейчас находится на острове Мадейра. На этом острове он обнаружил там очень интересное есть место с мертвыми деревьями на склоне горы.
Я думаю, что можно найти тоже во Фликере такие фотографии. Я не знаю, как модели. Какая-то диверсия. Другого способа я не могу отличить, почему это происходит. Так вот, я говорил о том, что чрезвычайно опасно и сложно снимать такие фотографии в горах, если вы знаете, что, ну, во-первых, часы надо выбирать, когда свет так падает, да. Во-вторых, там действительно очень открытые и опасные участки. Мне придется оставить здесь звук немножко в фоновом варианте. Я говорю о чрезвычайно таком сложном, да, сложно снимать именно в тех местах, где и обрыв, и искать то, чтобы был свет. В данном случае это на большой высоте, поэтому, видите, тумане, да. Но при этом эти фотографии, которые или в мягко рисующем свете, в низком контрасте, или наоборот с очень высоким контрастом, как мы говорили с вами в Намибии, да, то есть съемка деревьев, она усложняется значительно, но результаты стоят того, чтобы этим заниматься, потому что, ну вот то, что я говорил, это древний лес тоже на Мадейре, куда ездят люди. Там нет никаких строений, там ничего вообще нет, только деревья вот эти старые. Причем это лавровые листья, лавровые деревья, то есть никаких там кафешек, ничего. То есть просто люди ходят, даже животные попадаются. Тоже, кстати, вот можно посмотреть, да, Мадейра. Такие места в мире, на самом деле, таких мест очень мало, где можно аутентичный лес найти, где сделать, вот, например, вот такие кадры. То есть это чрезвычайно редкие места, где не мешают ни дома, ни какие-то постройки, где ничего нет, это просто заказники. Поэтому в такие места люди отправляются. И несмотря на то, что есть Ирландия, Исландия, да, но вот, по моему мнению, гораздо интереснее места, где эти деревья в окружении гор, и будь то это живые деревья или мертвые деревья, но вот, кстати, смотрите, да, чтобы вы понимали, насколько это сложно делать. Это вот человек снимал с тропы, но спуститься туда достаточно сложно. Если вы видите по кронам, да, то по большому счету нужно картинку поворачивать, потому что на самом деле это достаточно так очень опасно снимать. Поэтому таких работ качественных очень мало. И отправляясь куда-то в путешествие, я что-то смотрю, как снимают, ищу ракурсы, которых нет. И во многих местах просто нет фотографий, потому что люди не рискнули туда пойти. Так было в Газипашака, где я снимал какие-то совершенно необычные ракурсы, которые вот после моей поездки появились в интернете. Да? Поэтому, друзья, я вам настоятельно рекомендую изучить, если вы куда-то отправляетесь, заранее изучить места, куда вы едете, и найти в том месте, где вы есть, наверняка есть какие-то интересные, необычные вещи. Так у меня было на Крите, где я посетил одно из старейших 10 деревьев на Земле, больше 3000 лет. Это на острове Крит есть 3 дерева таких. 2 дерева как раз я посетил.
Это кроны диаметром порядка 10 метров. Не кроны, а стволы сами, они разветвленные. Поэтому, ну вот, например, если набрать сейчас оливу, я не буду свою фотографию искать. Оливес. Крит. Олд. Как ни странно, на двух противоположных берегах Рита эти деревья растут. Гигантских размеров. Вот, кстати, одно из этих деревьев, где я был. Понимаете, да, о чем речь идет? Ну, здесь неудачно сделано, видите, днем. Почему такие съемки лучше делать в вечернее время, в закатное или наоборот в ранние часы? И тогда можно добиться какого-то совершенно невероятного. Видите, дневные съемки не так интересны, как или съемки с хорошей обработкой, с большим углом. Вот это, кстати, дерево наверху, которого мы были. Это находится в районе дороги поперек восточной части. Из Истро, по дороге из Истро в сторону острова Вай. Там есть некая такая возвышенность, туда ведет очень плохая грунтовая дорожка, но мы туда на машине проехали. И вот эта олива, я даже, кстати, пытался вырастить из ее оливок какое-то деревце, у меня не получилось это сделать. Одно из старейших в мире деревьев. Больше 3000 лет, у меня есть фотографии, даже видео я не снимал, но есть фотографии, датировки. Удивительное место, совершенно фантастическое. Поэтому такие места, конечно, притягивают людей, но добраться в некоторых местах чрезвычайно сложно и получить что-то интересное. Ну вот смотрите, видите, какая-то такая сильная глубокая обработка, множество цвета, много очень всяких таких оттенков. Ну, здесь пересвет, конечно, такой сильный очень. Слишком много цвета неестественного. Но кому-то понравится для рекламы, для какой-то такой продвижения, конечно, это может быть интересно. О, кстати, интересно, недалеко от Плакиаса, да, у меня, кстати, тоже есть. Или можно открыть мой альбом, посмотреть. Где тут мой? Здесь у меня почему-то выскочил. Почему-то он выбрасывает меня. Не знаю по какой причине, он почему-то меня почему-то выкинул совершенно сразу. Так что вот. Я думаю, что какую-то часть полезной информации вы получили. Конечно, было бы интересно от вас получить обратную связь, что, по вашему мнению, какие деревья все-таки самые интересные, на ваш взгляд? Карликовые или какие-то очень большие? Какие ракурсы вы считаете самые редкие или самые, наоборот, часто используемые? Что-то у меня тупит сегодня компьютер. Тупит зверски. Наверное, слишком много слишком открыто вкладок. Вот такая сегодня тема. Поэтому, отправляясь на съемки, где есть деревья, где есть там весенний сад, там или какое-то вот прочтение такого весны, да, который сейчас идет. Но сейчас уже листья расцвели, поэтому уже можно застать эту свежую зелень, крайне интересную, крайне насыщенную, но при этом можно, в этом году, видите, удалось мне заснять достаточно много интересных цветущих деревьев. Это не только сакура, это и лиственница, и вот это желтое дерево, которое я снимал, тоже непонятно, что это за дерево, но тем не менее оно интересное. Я, кстати, читал про него, что они самые первые распускаются, эти деревья. Сейчас, конечно, много других деревьев появится, цветущих. И несмотря на то, что в Европе уже много отцвело все, да, у нас это позднее гораздо, но вегетативный период
продолжает сжиматься, о чем я говорил, поэтому мы живем на севере, у нас это все гораздо позднее, но тем не менее все равно деревья часть интерьера, говорю. Для кого-то, кстати, часть интерьера тоже является, а кому-то все-таки это все-таки часть наслаждения, часть какой-то фототерапии, о которой я рассказывал много раз. И считаю, что фотография как раз и является такой терапией, где можно отдохнуть, набраться энергии и отправиться в путь. Поэтому про мертвые деревья мы поговорили. По поводу макрофотографий, да, по поводу макрофотографий, фотографии с пейзажного макро, так называемого. Эта тема, конечно, я знаю, что многие люди увлекаются макро, но они ограничиваются съемками птичек, жуков, там, личинок. Есть даже во Фликере авторы, которые снимают капли в большом увеличении, вакуоли бананов, там всякие разные специальные. Но вот делать какую-то макропейзажную фотографию, что это такое, сейчас попробуем показать. Что-то у меня сегодня запаздывает немножко система. Поэтому открыть эти жанры может каждый абсолютно точно. Сейчас попробуем еще раз. Почему-то, кстати, он меня выбрасывает каждый раз, и мне приходится заходить по новой, мой фликер. Я не знаю, почему он, кстати, выбрасывает. Раньше такого не было. У меня есть здесь альбомчик, который называется «Макро». Сейчас мы его найдем. Клозап и макро. Посмотрим, здесь это или нет. У меня был тест насадки. Так, а вот макрофотография пейзажная. Где-то здесь есть. Пни тут, видите, есть тоже. Какой хороший пень. Съемка со штатива паутины. Очень увлекательная. Очень увлекательное дело, друзья. Ну, технику, да, у меня тоже альбом есть старой техники и фото. Вот, кстати, по поводу макропейзажной фотографии. Это не просто съемки грибов, например, вот это. Я называю это макропейзажной фотографией. Хотя это можно рассматривать как некий арт, но в макромире вы знаете, что все выглядит совершенно по-другому. И иногда какие-то обычные лишайники, да, которые, ну, вот этот размер здесь, не знаю, несколько миллиметров, но со специальными линзами, со специальной оптикой вы можете показать, что этот мир, когда вы увеличиваете, он превращается совершенно в другую невообразимую картину и позволяет вам увидеть нечто совершенно с другом ключе. Для этого не обязательно иметь какую-то супердорогую технику. Например, вот это, вот видите, вот елка, да. Это снято моей первой камерой цифровой Konica Minolta. Просто при приближении это имеет возможность снимать с близкого расстояния. Даже с рук я снимал, вот видите, без всяких штативов. CCD матрица с разрешением всего 5 мегапикселей. Камере почти 20 лет, 2003 года. Но тем не менее она может что-то делать. Поэтому никогда не нужно бояться экспериментов. Есть какие-то варианты, где растения превращаются в некое такое, в некий арт. Сейчас найду, я здесь должно быть. Или, например, съемка, вот видите, этот цветок размером где-то 1 сантиметр максимум. Я делал тоже с насадкой, которая увеличивает и светосилу.
Ну вот, макро в лесу, тоже жанр очень интересный. Такое дерево поваленное, woodland, темный лес. И вот я нашел дерево, увидел там, что там большое количество гусениц, которые еще не превратились в бабочки. И сделал такой арт. Здесь тоже имеют, скажем так, быть деревья. И вот, кстати, как раз вот из этого видео здесь была такая охота на вот этого маленького жука, который размером там тоже несколько миллиметров. Это маленькая часть огромного пня. И я вот пытался его поймать с помощью замечательной оптики Sigma, хотя там люди недооценивают эту оптику, но на самом деле премиум оптика дает возможности, и особенно если это макрообъектив, а в данном случае на DP3 это макрообъектив, он даст возможность снимать вот такие вещи. Без дополнительных каких-то специальных приспособлений, имея только хороший штатив. Ну вот Павел Март помнит, что вот это, например, сцена в Улитковом лесу мы снимали, это тоже со штатива, это все в движении, тоже, кстати, Color техника. Поэтому эксперименты, наука и есть эксперимент, как говорил Эйнштейн, поэтому экспериментируйте, и Иван-чай, вот видите, превратился в какое-то очень интересное боке в контровом свете. Вот высохший иван-чай превращается в некие какие-то деревья. То есть можно рассматривать это как, или вот такой, например, да, тоже снег, снежинки на большом увеличении. Это уже не то. А по поводу техники макро, съемки, да, конечно, это интересно, и особенно предметная фотография, которой посвящен, у меня есть альбом старой техники, особенно каких-то инструментов. Почему он, кстати, у меня постоянно выбрасывает? Ну, в зарубежном варианте это называется продукт фотографии. Стереокамеры, стереозатворы могут тоже превратиться в некое такое понятие. Вообще предметная фотография, конечно, это отдельный разговор. И там основное, конечно, это работа со светом. Но я с постановочным светом иногда работаю, иногда нет. Иногда мне хочется что-то сделать такое необычное, поэкспериментировать с этим делом. Ну, тем не менее, вот если мы затронули тему фавиона, например, можно обратить внимание, вот, например, на такую съемку, да. То есть это кожа, натуральные выделки с удивительным цветом. Фавион даст возможность передать этот цвет, дает возможности. И Sigma, конечно, в этом плане преуспела. Преуспела очень хорошо. Также есть у меня раздел Sign Art. Можете посмотреть, кому интересно, что это такое. Ну, это некий файн-арт, который имеет еще какое-то знаковое прочтение. Фотографии, конечно, требуют такого какого-то внимательного изучения, чтобы обнаружить, что же они, о чем это речь, о чем они говорят, эти фотографии. Здесь есть и макроверсии, здесь есть и просто какие-то работы, которые при некотором восприятии дают ответы на какие-то интересные скрытые параметры, да. И здесь есть, кстати, тоже у меня арт с деревьями. Ну, вот такие комбинаторика современного урбана, да, и деревьев, старые вышки. Вот такие сцены. Сейчас с деревьями найду. У меня есть там с деревьями, точно, абсолютно. Ну, вот такая, например. Это вообще на iPhone снято. Отражение
Отражение в луже. Фотографию я сделал не постановочно. Это большое бревно. Эта просека уничтожена уже, но кто смотрит мое видео. Но на тот момент просека еще была, лежали огромные бревна, с которых я снимал. И на одно из бревен потом по завершении сессии упал лист. И я посчитал, что это нужно сфотографировать. И сделал. Да. 1,60. Это с рук, кстати, сделано без штатива. У меня несколько есть вариантов. Есть этот же вариант в пикториализме, где она снята в движении. Ну вот, кстати, по поводу деревьев, да, ну тогда я экспериментировал с фотошопом. Сама фотография этого дерева, кстати, недавно я его проходил, оно уже повалено и, скажем так, лежит. Там уже заезд для машин. Ворона сидела, я его инвертировал, сделал такой арт. У меня некий значок даже был. Когда я пытался выйти в Patreon, у меня даже были значок футболки моей. Тема деревьев. Ну, вот черно-белый вариант. Ну, вот такое можно было увидеть. Это тоже с деревьями, да, в центре города. Хотел показать вам другое. Тоже дерево. Знак. Знак. Эта фигура делает мастер. Фигура эта стоит в салоне Triumph Audio в Лахте. Можно подъехать, посмотреть. Салон занимается топ-системами звуковыми, музыкальными. И вот один из мастеров, который делает в том числе и мебель из натурального дерева, делает вот такие интересные изделия. Это вот дерево. Дерево сделано из дерева. Ну, некий арт, который из цветка, который я превратил в некое такое дерево, летящее в космос. Вот. Насколько это хорошо получилось. Тем не менее, эксперимент был. Сейчас, где-то у меня еще здесь. Ну, вот такой, кстати, вариант тоже. Тоже мои эксперименты по такому буддийском стиле. Тило, по-моему, называется. Есть еще альбом у меня «Деревья в городе». Тоже я его отдельно выделил. Интересные какие-то места в городе, где я видел, скажем так, дерево в необычных ракурсах. Здесь есть варианты с тенями. Есть необычные явления, которые бывают достаточно редко. При совпадении ветра и совпадении напряженности магнитного поля, когда происходят вспышки, образуются вот такие очень длинные структуры, о которых я записывал видео специально. Они причем не только вертикальные, но и горизонтальные. И образуются интересные фигуры. Многие считают, что это часть только заморозки и дерева. На самом деле это не так. Здесь имеет отношение к магнитному полю
напряженности. Поэтому вот эти структуры, они бывают даже горизонтально расположены. Я изучал это явление. Действительно, поскольку деревья живые, у них есть электрические сигналы, статика, получается интересное образование. Вот, например, если бы у меня был чуть пошире угол, я бы смог полностью попасть. Но у меня тогда не получилось. На самом деле вот эта береза, она вот здесь, вот видите, как у нее, если верхнюю часть посмотреть, у нее здесь как глаза такие, да, как будто какое-то существо. Но мне не удалось это точно передать, поскольку все-таки я, наверное, дернулся, и у меня получилось, что я снимал, не получилось полностью, скажем так. Но тем не менее вы видите, да, есть и горизонтальные тоже эти структуры. Редкое явление, хотя в Сибири оно чаще. Ну, вот, в некоторых частях я даже здесь не очень видно, но вдоль всей кроны идет с одной стороны. И многие считают, что это только лед и сильный ветер, с одной стороны образуется вот такая штука. Нет, на самом деле, если приглядеться, вдоль горизонтальных листьев, они в разном тоже направлении идут, эти образования. И поэтому это неспроста. Также деревья, я сегодня не показывал, но есть у меня целая серия, где дерево является только тенью. В кадре у меня множество фотографий таких, и цветные, и черно-белые, где деревья отображаются только как тень в городской среде. Ну вот здесь, например. Здесь как такового дерева не видно, но вот есть только тени. И такой прием, когда вы используете фон, и, ну, вот, кстати, тоже интересное место, находится недалеко от Московского вокзала, здесь рядом старинное вот это здание. У меня, кстати, есть выпуск в прошлом году, я снимал там, это в районе, как она, Ташкентской улицы, с обратной стороны. Но вот последний раз, когда я был, вот эти березы уже срезали все. Хотя мне считалось, наоборот, это очень интересно, то, что я говорил, и кто смотрел мое видео про березы, что это дерево номер один, посмотрите, что дерево самое живучее, оно прорастает, ну, просто везде. То есть, если попадает сережка, даже вот на крыше, да, видите, до какого это дерево, ну, ни один, ни два, ни 3 года. То есть, это дерево около 10-15 лет, я думаю. Поэтому деревья бывают очень в необычных местах, в каких-то местах, где их в принципе не ожидаете встретить даже, да, но они здесь есть. И растут они из камней. Как говорится, на камнях растут деревья, даже такое есть. Или, например, какие-то необычные ракурсы, как вот в Апраксином дворе такой дворик реставрировался. И здесь вот такая ветка. Мне показалось это интересно, потому что здание само тоже затянуто зеленой сеткой в цвете. Или вот какие-то формы, да. Формы. Большие пни, это, кстати, деревья, которые у меня, если вы смотрели видео из 90-х, которые я делал, там снято в парке около Черной речки, где убили Пушкина, дуэль. Там эти деревья еще стоят у меня в кадре. Снято на аналоговую камеру в 1996 году. А вот это уже, видите, их спилили. 19 или 18 год, я не помню, я приехал, как раз их только спилили. И вот такие огромные пни, там около метра диаметром, гигантских размеров. Ну, спилили их, считали, что они не нужны. Вот видите, какой диаметр. Просто невероятный диаметр. Ну, или вот попала или молния, или ветер сильный был, и часть этого дерева просто отвалилась, получился такой вот глаз. Поэтому, если внимательно ходите, наблюдаете за деревьями и, скажем так, интересуетесь, то я думаю, что в любом месте вы найдете огромное количество ракурсов, огромное количество тем для того, чтобы сделать какой-то арт с деревьями. Иногда это бывает случайно, какие-то вещи, да, вот такая некая змея, тоже обломилась ветка, и вот такая обнаружилась фигура. Поэтому фотографии, конечно, это в первую очередь, как говорил великий Адам Смит, что вы не рисуете, вы не фотографируете, вы творите. Вы
Ну и вот, кстати, тоже дерево береза, определенная тень падала, и фотография которого вошла в Explore, 30 тысяч уже набрала, некое изображение лица получилось. Просто случайная тень, но я ее увидел, нашел ракурс, и вот получился такой портрет. Портрет, можно сказать. Комбинация цвета, да, вот, осень, красные листья на фоне красного страшного здания зеркального, завешенного еще, да. Ну, вот здесь у меня есть кадр с человеком, но я, без человека почему-то показалось интереснее. Ну и так далее, как говорится. Так вот, друзья, я хотел бы от вас получить все-таки обратную связь. Что вы считаете интересным в деревьях? Считаете ли вы, что это достойно только фона для съемки человека? Или все-таки деревья являются частью, можно сделать портретной съемки, выделить это в какой-то отдельный арт, или как грибы много лет не могли отнести к животным или к растениям, потом отдельно выделили, что это отдельный класс, потому что они размножаются, можно сказать, одним способом, выглядят другим, третьим. До сих пор споры ведутся, но то, что это живые существа, живые организмы, и съемка грибов это вообще отдельная тема. И количество фотографий грибов, я думаю, что примерно как фотографий кошек, которые многие делают. Поэтому, несомненно, конечно, я думаю, что деревья в моем понимании все-таки заслуживают чего-то большего. И вот, кстати, в 80-х годах одна из первых фотографий, которую я делал здесь с братом на дереве большом. Огромное дерево. Любили лазить на деревьях. Ну, конечно, надо к ним относиться бережно, внимательно, и я думаю, что тогда все получится. Конечно, основной жанр, в котором это все появляется, это пейзажная фотография, и здесь они частью становятся среднего плана, дальнего плана. Ну, вот Пулково, например, вид, да, на Пулковские высоты, вот такое дерево тоже. В дождь оно выглядело без листьев очень необычно. Они могут выглядеть как какие-то арт-объекты или какие-то даже портреты с необычных ракурсов. Поэтому при съемке, конечно, деревьев ракурс это ключевое, потому что даже не ключевая техника, да, какая у вас есть с собой, потому что у вас может быть только iPhone, у меня большое количество снимков сделано на iPhone. Кстати, пикториализм, да, который превращает окружение деревьев или части их в какую-то картину, которая, ну, пикториал, почитайте, что такое. У меня был выпуск даже по пикториализму. И, кстати, основателем и самым известным это русские фотографы, которые продвигают и занимаются пикториализмом. Ну, 30 числа октября, когда взорвался самолет, вот я это делал в этот день, вот такой закат был на берегу Невы большой, в районе Кировска. Да, 31 октября 2015 года. Можете посмотреть, что в этот день было. Это все знаки, это все, о которых у меня, об этих знаках у меня множество видео записано, фотографий. И вот, кстати, съемка. Здесь даже видео у меня есть короткое. Вот видите, родники. Сейчас эта река уже превращена в озеро. Его ограничили, поэтому оно замкнутое. Аллеи, о которых я рассказывал. Дерево, которое во льду, то есть тоже частью арта является. Поэтому деревья очень много могут рассказать о обстановке, создать какую-то некую атмосферу и передать, может быть, какое-то действие, да, как вот здесь вот просто фон берез, огромная стая ворон. Мне приходилось очень быстро реагировать на пролет вот такую стаю, чтобы это снять.
Или же дерево может быть отдельно стоящее, это какой-то некий просто часть дерева, да, или дерево, вот это, кстати, тоже уже спилили, сейчас парк на этом месте, оно уже срезано, это дерево очень, кстати, красивое. Нижняя точка съемки, передняя точка съемки, большое количество деревьев или какие-то просто формы, куда дерево вписывается, просто элемент дерева как часть элемента какого-то замороженного кадра, да. То есть здесь простор для творчества очень большой, поэтому отражение, деревья в отражениях, деревья, которые создают атмосферу, просто остаток пня, да, то есть вот гроза, тут видно уже такой вихрь поднимается. Но везде деревья оживляют картину, потому что если убрать этот пень, то картинка станет совершенно другой. Если убрать этот куст, то просто будет поделенный на сторону кадр, видно, что там облака, волны, но дерево говорит о чем-то большем, да. Или здесь вот, например, которая тоже в Explorer зашла, здесь дерево изогнуто, утка, вторая утка за ним прячется, то есть все равно это какой-то рассказ. Даже кусочек дерева, торчащий изо льда, уже меняет кадр принципиально. Или то дерево, которое я часто снимаю, вот этот огромное ольху, дерево, которое вот малюсенького размера, это Драпаниас, один из лучших пляжей на Крите, пустынный пляж, 10 километров, здесь уже Балас видно. Утренние часы, синий час еще не закончился, ну, вот утренний час, свет совершенно невероятный дает атмосферу, передачу. Ну или дерево, вот, например, часть птичьего полета. Здесь 3 вороны, вот они, видите, раз, два, одна летит, уже 3 сидела. Тоже получается какой-то рассказ, какая-то история, которая говорит о том, что некое событие происходит и оно вписано. Ну, тоже такой пикториал с уткой. Поэтому дерево дереву рознь, как говорится, да? Дурак дураку рознь, дерево дереву рознь. В цветном варианте, конечно, да, в основном все люди снимают цветные деревья и хотят показать какие-то яркие цвета. У меня тоже такие работы есть, где цвет имеет значение. И цвет фавиона, вы знаете, что он может показать, например, вот режим VPS или там Байкал. Давайте Байкал покажу вам деревья. Необычные формы в необычных местах силы, где деревья выглядят совершенно по-другому. Это вот недалеко от Яблоневого хребта. Лиственница при температуре минус 35, испарение из леса, там все такое. И получается вот такая вот картина. Мягко рисующая в черно-белом варианте. Другой ракурс, видите, за открытой диафрагмой, боковой контровой свет. На большой высоте дерево снято, на подъеме уже на горе. И вот некое чудище такое. Размытые части создают объем, регулируя диафрагмой, вы можете создать такую трехмерную картинку абсолютно, которая, ну, меня впечатлила. Когда я это увидел, я попытался это передать. Ну вот источники, да, тоже минус 35 градусов, очень холодно, вода прямо из леса течет, легендарное тоже известное место. Или вот такое, например, где дерево является такой неким символом. Вот эти фигуры, которые считаются, что они естественны, на самом деле я уверен, что это построено все. Таких стражи, повалены огромные елки, да, и вот дерево является частью такой, как ступы, как палицы этого существа сказочного. Или вот этот вариант тоже некая сказка, тоже на высоте, где-то 500 метров, может 300. Где дерево, как вот рука такая, да, протянутая к гранитной части горы в цвете. Цвет, кстати, не выпеченный здесь. Все это тоже на открытых сделано. Поэтому деревья, они что-то помогают передать, раскрыть и акцентировать внимание на чем-то. Или наоборот, показать, вот какие размеры деревьев бывают, да. Вот кедры каких размеров.
Ну, вот высота, с которой я снимал как раз. Вот такое вот дерево. VPS Favion. Съемка на низком разрешении с объединением элементов пикселей дает возможность показать какой-то цвет, который с одной стороны более насыщенный, с другой стороны света собирается больше, поэтому получается картинка с совершенно другой цветностью, где дерево тоже может быть полностью закрывать весь кадр, нависать, создавать какие-то линии, создавать какие-то такие настроения, хотя вроде как такового отдельно стоящего дерева нету. Ну вот тоже полуконтровой свет. В FPS, видите, клен. Парки, конечно, много дают возможности фотографу реализации, поскольку это достаточно чистые места, в основном следят за, вот, кстати, аллеи, мосты. Давненько я, кстати, не был в Екатерининском, Пушкине. Ну вот сейчас самое время туда отправиться, потому что, ну и кто поедет в Петродворец тоже. Хорошее время для съемки, чистый зеленый свет, сейчас листья уже вылазят, поэтому распускаются и можно получить какие-то действительно очень красивые сочные цвета без каких-то желтых листьев. Кто любит чистый такой цвет, не сидеть потом долго в фотошопе все это разбирать, вытирать. Как раз выбор времени, когда поехать, не только выбор света, но и когда поехать, в какое время, он будет иметь ключевое значение. Поэтому можно получить будет какой-то результат уже сразу хороший. Ну, сейчас открою, кстати, 16 года Крит, посмотрю, что у меня тут есть с деревьями. По-моему, я здесь делал как раз оливку съемки. Так, ну это не очень большого размера. Есть у меня, по-моему, в 16 году как раз я и был. Ну или, например, вот интересное место, это остров Хриси, который известен широко посетителям Крита, находится не так далеко от самого острова Крит, где огромное количество кедров, вот этих древних кедров. Климат там африканский,
потому что это южнее Крита находится, и ракурсы, где можно живые деревья в песке. Конечно, желательно, чтобы было немного посетителей, потому что там привозят огромное количество на кораблях, но мы приехали очень рано, поэтому удалось мне выбраться от этой всей толпы и поснимать действительно на Хрисе интересные ракурсы деревьев. Сейчас я покажу вам их. Так, что у меня тут? Что-то у меня тут вывалилось. Ну, вот такой черно-белый арт, например, да, сделать. Или когда дерево является частью городского пейзажа из-за цвета своего, да. Например, вот такого размера розы я впервые видел только там. То есть вот человек где-то вот такого роста, это где-то метров 6 размеров роз. Я, честно говоря, был очень сильно удивлен. Глубокая деревня Маруния. Уникальное место в глуби Крита. На машине туда можно только добраться. Или, например, вот такой ракурс старых вот этих больших древних деревьев. Так, где еще у меня тут есть? Ну вот тоже на Хрисе, видите. Мертвое дерево, вдалеке находится Крит, остров Криси. Есть еще, кстати, еще одно интересное место Куфаниси. Ну, кстати, про макросъемку, да. То есть вот я тут снимал севшую стрекозу, у меня тут целая была серия. Или, например, найти какой-то необычный ракурс животного в прочтении дерева, да, вот это такая изогнутые вот эти кедры, да, образуют такие причудливые формы, которые многих притягивают. Ну, фотографы, я думаю, что сейчас уже известны. Эти многие, кстати, фотографии, они лежат на карте Google, их там очень много просмотров. У меня, я так помню, что чуть ли не сотни тысяч было и просмотров этих работ. Ну, дерево, о котором я рассказывал. Так, еще, наверное, все-таки это был 3 года, там 16-17 год надо смотреть. Там должна быть это дерево, которое я снимал, 17 год. Вот, кстати, тоже дерево. Это уже пляж Лафаниси. Нет, это не Лафаниси, это немножко дальше, ближе к Иеропетре, да. Интересное дерево нашел я. И вот черно-белая версия моя этого моста. Это древний, кстати, римский акведук, мост точнее, да, в окружении деревьев. Ну, в черно-белом варианте мне показалось более интересным. Сейчас я найду это дерево. А вот, кстати, тоже необычное дерево. Мне пришлось залезть там высоко. Это остров Спинолонга, известный остров проклятых. И там вот такое дерево на склоне было. Я его вот в таком варианте я его оформил. Иногда приходится очень много ходить ногами, и на машине, и на лодке, чтобы найти какие-то ракурсы, которые, ну, другие не найдут. Или, например, вот эта скала, да, фотография, кстати, много очень просмотров у меня во фликере вот этой темы. Это колени Одиссея, Плакис, вот эта вертикальная стена. Здесь даже растения растут, ну, как бы вдоль этой стены, как лазером отрезанная. Совершенно уникальное место. Ну, вот здесь, видите, близко. Такое не вошедшее в резкость, но оно создает некий такой объем. Я посчитал, что это интересно будет, такое дерево. Дерево на ветру, простое, да. Где-то у меня сейчас я найду это дерево. Да, здесь, наверное, 17-й год. Оливка, наверное, была не в 17-м году. Пятнадцатый год надо смотреть, наверное. Сейчас я найду 15-й год, и там, по-моему, там тоже должно быть.
Ну, здесь нельзя сказать, что это дерево, это, можно сказать, некий куст, скорее всего. Но здесь есть у меня тоже. Вот, кстати, это стена вертикальная. Кусты, которые растут на вертикальной стене. Вот такой куст, который занимает полкадра. Но он настолько колючий, туда залезть совсем не хотелось в этот куст. Так, где же это дерево-то? Нет, оно не в этом альбоме. Ну, те, кто посмотрит записи, я думаю, что надеюсь на ваш комментарий, что эта тема с деревьями будет продолжена, и что мы с вами придем к какому-то пониманию, что же такое дерево в пейзажной фотографии не только, будет ли оно доминировать в арт-фотографии, какие все-таки жанры для дерева пригодны. А я считаю, что все, включая портрет, абсолютно точно. И думаю, что будет развиваться и дальше это направление. И, скорее всего, мы увидим какие-то совершенно новые жанры, которые позволят нам взглянуть совершенно по-другому на деревья, совсем с другой стороны, как говорится. Я на это надеюсь и думаю, что это рано или поздно произойдет. Поэтому просто относиться к дереву как к фону части каких-то фотографий или использовать его как, ну, просто как фон, как я говорю, да, наверное, все-таки она достойна большего. И, конечно, бережно относиться. Зимние фотографии, если вы снимаете на пленку тоже в том числе, наверняка это будет вам интересно. Как это сделать, как это реализовать, чтобы получить какой-то интересный, необычный ракурс. Ну а на сегодня, друзья, это все. Я надеюсь, что у вас будут мысли какие-то, и вы напишите мне. А с вами был Фавионыч.